Действительно, часы с AliExpress – настоящий ящик Пандоры. Стоит начать покупать часы из Китая, как со временем начинаешь открывать для себя все новые и новые интересные часы. Сегодня на обзоре одни из таких часов. Это уже известная нам марка Berny. В прошлом году Berny уже выпускали полевые часы в таком стиле. Сегодня у нас обновленная модель. На этот раз без окошка с датой. Еще можно заметить, что положение заводной головки тоже изменилось. Изменился и механизм. Но прежним осталось сильное сходство с линейкой полевых часов Seiko SNK 800 серии. Как и у Seiko, эти часы представлены в черном, синем, зеленом и бежевом цвете. Я подумал, что обзор будет неполным, если мы не сравним Homage с оригиналом. Сравнение я решил сделать, присваивая баллы за достоинство каждых из часов той или иной категории. Я выделил следующие категории: удобство и эргономика, цена и доступность, точность хода, люминесцентное покрытие, контроль качества, материалы, браслет, усложнения и дополнительные. Удобство и эргономика. Оба образца имеют одинаковый диаметр корпуса и высоту. Это удобный размер для полевых часов. Оба образца получают плюс балл. Все же остальные измерения отличаются. Так, толщина корпуса у Seiko больше. Оно и понятно, механические часы, да еще и ротор автоподзавода. Конечно, это влияет и на вес. Механизм механических часов весит больше кварцевого механизма. Тут еще и разница в материалах. Нержавеющая сталь у Seiko против титана у Berny. Титан заметно легче. В итоге получаем вес Seiko 114 грамм на браслете против 70 грамм у Berny. Berny примерно на 40% легче. Конечно, это заметно при сравнении. На руке Berny невесом. Это плюс балл. Заводная головка у обоих часов находится в одинаковом положении на 4 часа. Обе маленькие и утопленные в корпус. Пользоваться ими, если честно, неудобно. Но в случае с Berny заводная головка редко когда нужна. Даты там нет, точность хода достаточная. Я бы снял балл с Seiko за неудобство пользования заводной головкой, но вместо этого просто накину балл Berny. В итоге за удобство и эргономику Berny получает 3 балла, Seiko 1. Цена и доступность. Начну с Seiko. Эта модель считается бюджетной, но цены на все Seiko неуклонно растут. Это минус Seiko, то есть плюс противнику. Эта модель снята с производства, снова плюс противнику. Ну и цена в абсолютном выражении. Seiko не меньше 160 евро и Berny 70 евро. Однозначный плюс Berny. Теперь обратная сторона. Сколько Berny будет производить и продавать эту модель? На примере прошлогодней модели Berny T2526 мы видим, что предыдущая модель исчезла из продажи. Поэтому если вы, например, будете смотреть это видео через год и захотите приобрести себе такие часы, вы можете их просто не найти в продаже. С другой стороны, я уверен, что Seiko останутся в ходу, хотя бы даже БУ. Поэтому балл Seiko. Итого цена и доступность Berny 3, Seiko 1. Точность хода. Думаю, тут понятно. Кварц против механики. За 2 дня наблюдений мои Seiko, лежа на полке, отклонились на плюс 16 секунд в первый день и на плюс 7 секунд на второй день. Это приемлемые, даже неплохие показатели для часов с механизмом начального уровня. И это лучше заявленных допусков минус 20 плюс 40 секунд в день. За это балл Seiko. В то же время Berny за более чем неделю наблюдений имеют отклонение 0 секунд. Ну и это тоже лучше заявленных плюс-минус секунд в месяц. 2 балла Berny. Итого точность хода Berny 2 балла, Seiko 1 балл. Люминесцентное покрытие.
Время поговорить про светонакопительный состав. Seiko традиционно имеют хороший люм на своих часах, в первую очередь дайверских, конечно. Посмотрим, как эти часы справятся в сравнении со своим китайским оппонентом. У Берни заявлено BGW9, а это швейцарская суперлюминова. Сразу видно, что яркость свечения стрелок и меток у Seiko выше, это плюс балл. Цвет подсветки зеленый. У Берни же свечение не такое яркое, цвет подсветки голубой. Но также видно, что светятся не только метки, а вообще практически все, что на циферблате. Это плюс балл. Может быть, именно поэтому цифры и метки не такие ярко-белые, как у Seiko, из-за того, что это люминофорная краска. К сожалению, довольно быстро цифры и метки у Берни погасают, не продержавшись и 15 минут. Метки у японцев продержались дольше, плюс 1 балл для Seiko. Но свечение стрелок продержалось дольше у Берни, им плюс балл. В итоге, на мой взгляд, здесь паритет. Люминесцентное покрытие Берни 2 балла, Seiko 2 балла. Контроль качества. Раньше фраза «сделано в Китае» для меня была синонимом плохого качества. С тех пор многое изменилось. К часам Берни у меня нет никаких нареканий. Все сделано ровно, четко и без косяков. За это им балл. А вот у Seiko проблема обнаружилась. Если обратите внимание, возле метки 45 минут какое-то пятнышко, похожее на маленькое пятно клея. И это не на стекле. Если обратите внимание, то секундная стрелка перекрывает это пятнышко, когда проходит мимо. Значит, пятно на циферблате. Справедливости ради, я обнаружил это пятно только когда снимал макро. Невооруженным глазом я его не заметил. В остальном все хорошо, но балл снять все же придется. Контроль качества Берни 1, Seiko 0. Материалы. Начнем с Берни. Тут китайцы, конечно, постарались. Сапфировое стекло. Оно очень прочное и на нем не образуется царапин. Это балл. Титановый корпус, титановый браслет. Этот материал прочный и легкий и гипоаллергенный. Еще балл. Что же Seiko? Минеральное стекло, не настолько прочное. Нержавеющая сталь браслета и корпуса не настолько легкая. Это не значит, что использованные в Seiko материалы плохие, отнюдь. Просто сравнение, на мой взгляд, в пользу Берни. В чем Seiko точно выходит вперед, это антибликовое покрытие их Hardlex стекла. Хоть у Берни и заявлено антибликовое покрытие, но если оно и есть, оно заметно хуже того, что у Seiko. В итоге материалы Берни 2, Seiko 1. Браслет. Браслет часов SNK смотрится хорошо, имеет матовое покрытие. Хотя звенья не цельные и крайние звенья простенькие. Застежка удобная, но тоже очень простая. Количество отверстий для микроподстройки длины у обоих часов одинаковое. Вообще создается впечатление, что Берни просто скопировали застежку у своих японских друзей. При этом браслет получает дополнительный балл за лучшее исполнение. Звенья литые, застежка сделана лучше. Крайние звенья тоже литые. Но 1 балл достается и Seiko за то, что запасных звеньев больше. Люди с крупным запястьем скажут спасибо. Еще один момент. Звенья у браслета Берни как-то не очень легко подвижны, как будто нуждаются в смазке. У Seiko такой проблемы нет, и все там плавно и удобно. В итоге 2-2. Усложнения. У данной модели Берни нет никаких усложнений. В целом циферблат смотрится органично, окошко с датой отсутствует и ничего не нарушает симметрию. С другой стороны, окошко с днем недели и числом в часах Seiko тоже не нарушает гармонии. Даже цвет фона совпадает с цветом циферблата. Я считаю, что будет справедливо поставить по 1 баллу за дату и день недели. В итоге усложнение Берни 0, Seiko 2. Дополнительно. В последней категории, где я учитываю остальные моменты, которые я не обсуждал ранее, например, я смело ставлю балл Seiko за оригинальность, ведь Берни по сути скопировали часы Seiko. Назовем это хомаж. Еще 1 балл я бы влепил японцам за окошко задней крышки, это приятная деталь.
понятно, что нет никакого смысла демонстрировать внутренности кварцевых часов. Ну и еще 1 балл для SNK за бренд. Да, возможно, это такой неоднозначный момент, но бренд Seiko давно устоявшийся часовой бренд с инновациями, богатой историей и уважаемый в часовом мире. В итоге Bernie 0 и Seiko 3. Итог. Перед тем, как огласить финальные цифры, скажу, что в целом Seiko ощущаются как более интересные часы. Они выглядят немного приятнее. Думаю, это во многом за счет антибликового покрытия стекла и более контрастного циферблата, у которого черные чернее, а белые белее своего китайского собрата. Вопрос оригинальности оставим за скобками, так как баллы за это уже были назначены. Итак, по моим супер субъективным оценкам Seiko получает 13 баллов, а Bernie 15 баллов. Уверен, не все согласятся с моими выводами. Пожалуйста, укажите в комментариях, с чем вы не согласны или что я мог пропустить. Лично мне трудно выбрать между этими 2 часами. Какие-то мне нужно продать, а какие-то оставить. В какую сторону сделали свой выбор именно вы и почему? Спасибо за просмотр. Пока.